Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике мы поговорим о самом сильном монстре в сюжете Lineage 2, не уступающем по силе самим драконам, и победить которого можно лишь одним единственным оружием, дарованным богами. В игре насчитывается несколько сотен разновидностей мобов и РБ, от самых безобидных кильтиров и импов до демонов и драконов. Но если о драконах знает даже тот, кто лишь слышал о данной игре, то о других участниках битвы с богами известно немного. И сегодня мы поговорим о самом сильном из них. Но сначала короткая реклама. Лишь 6 драконов, 6 рожденных Шилен могущественнейших существ могли противостоять в страшной войне самим богам. Однако боги оказались сильнее, и остатки армии Шилен, потерпев поражение, нашли свое убежище на земле, где их и может встретить игрок. Сильнейшие из драконов, Ауракирия и Скельд, в войне богов, противостоящие самим Эйнхасат и Гренкайну, не введены в игру до сих пор. Другим же 4 драконам игроки уже не раз бросали свой вызов. Есть и еще один монстр, который может сравниться с ними по своей мощи. Монстр, которого боятся даже боги, и убить которого обычным оружием невозможно. Известно о нем становится благодаря одному из квестов на профессии. В L2 на момент прелюда есть 33 лучших лучника королевства, которые носят титул стрельца. Впервые полученный лучником Атлантой, который 100 лет назад во время нападения на Аден Линдвиора попал стрелой ему прямо в глаз. Гениальный лучник Хамиль из Энадрила, в 20 лет ставший одним из 33 лучших стрелков континента, рассказывает, что в южной части королевства происходит что-то очень странное, и что отправившийся разузнать обстановку охотник Бранкель без вести пропал. Поскольку Хамиль во Флоране выполняет поручение гильдии охотников, игроку приходится самому отправиться на поиски Бранкеля. От охраняющего пустошь сэра Аарона Танфорда он узнает, что 10 дней назад туда прибыло несколько исследователей для раскопок древностей эльмараденской эпохи. Однако после встречи с Бранкелем Танфорд понял, что это были не исследователи, а язычники. В ходе квеста, благодаря оставленным на камнях в виде рун посланиям Бранкеля, расшифровать которые могут только охотники, выясняется, что это были люди из организации Дети Шилен, искавшие в пустоши древние артефакты Белефа, цитадель которого и находилась в этих местах. Эти люди отыскали яйцо черной змеи, которое, по предположению Бранкеля, имеет отношение к Белефу. В ходе выполнения квеста становится известно, что яйцо змеи было передано оркам Брека. Их тотемный дух, свернувшаяся змея, умер 500 лет назад, и дети Шилен убедили Брека, что с помощью яйца орки возродят свой тотем. Однако после проведения ритуала из яйца вылупился злой дух, который является одним из самых страшных монстров в игре. Бранкель пытался остановить воскрешение, но не успел, и злой дух Кадеш возродился. Кадеш является монстром-змеи-демоном, рожденным непосредственно Шилен и участвовавшим в войне с богами наравне с драконами. Его сила заключается в том, что он постоянно голоден и поедает все, непрерывно увеличиваясь в размерах. Это вызывало страх даже среди богов. Поэтому они научили эльфов способу убить его. Таких демонов, не принадлежащих этой земле, нельзя убить обычным оружием. Поэтому боги проинструктировали эльфов, как создать лук полумесяца, с помощью которого можно убить Кадеша. Однако язычники неоднократно пытаются возродить демона. В далеком прошлом Кадеш уже бушевал в южной части Орена, залив те земли ядом и кровью. Ящеролюды племени Лета до сих пор хранят тотемы и талисманы Кадеша, называя его богом войны. 20 лет назад Хамилю и Сириэль, которую мы видели в трейлере к обновлению C3, с трудом удалось остановить воскрешение Кадеша с помощью этого лука, после чего он стал бесполезным.
Этот лук на данный момент хранится в башне Слоновой Кости и, возможно, является одной из 4 священных реликвий эльфов, наряду с копьем Таллина, хранившимся в Энадриле. Игроку при помощи магистра Гауэн удалось восстановить лук, после чего отправиться на поиски демона. Кадеш, как и в далеком прошлом, отправился в долину ящеров, чтобы, пожирая их, набраться сил и вырасти в размерах. С течением времени сила Кадеша становится все сильнее, поэтому игрок торопится скорее найти и уничтожить демона. Убив ящеролюдов, которые должны были стать его пищей, игроку удалось вызвать и самого злого духа. С помощью лука полумесяца игрок убивает Кадеша, не дав ему стать огромным, и предотвращает глобальную катастрофу. Это, пожалуй, уникальный для Lineage 2 случай, когда в квесте поясняется, почему какие-то эпичные монстры имеют такой низкий левел и так просто убиваются игроком, несмотря на то, что они вызывают страх даже у самих богов. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также вы можете помочь каналу через Donation Alert, спонсорство на YouTube и Boosty. Также буду рад видеть вас в нашем Телеграме. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. И это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.